Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. И пора все-таки рассмотреть, а что ж там нам поменяли-то после обновы. Очень интересно. Мы сделаем сегодня такой вот краткий обзорчик на все изменения, которые, может быть, даже кто-то и не заметил, которые поступили после последнего обновления. Плюс к этому в комментариях ты можешь дополнить, может быть, я чего-то не заметил. Ну и плюс к этому, ребят, не забудьте подписаться на канал и обязательно за лайк тоже не забудьте. Итак, что хотелось бы сказать, если вы хотите премиум аккаунт, крутой, симпатичный, вот такой вот интересный премиум аккаунт, то, естественно, участвуйте в розыгрыше. Подписался, лайкнул, поделился видосом, написал комментарий. Подписывайся в телеграм-группу, она в описании есть, и, в принципе, у тебя будет счастье. Итак, мы залетаем на глобальную карту, и там будут первые наши изменения. Хотя нет, ребят, даже на базе мы можем показать несколько интересных изменений, которые уже коснулись нас. Итак, заходим в постройку. Я понимаю, что многие уже знают, но тем не менее, нажимая на стену, ты можешь строить не только первого левела стену и улучшать ее, хотя можно и так, но сразу же можешь строить кирпичную, либо железную, если ресурсы позволяют. Ресурсы, естественно, если где-то у тебя завалялись на базе, то у тебя они, естественно, будут автоматически юзаться. Да, это очень и очень круто. Так, дальше, что интересного у нас добавили дальше. Ребят, если ты что-то делаешь на станке, ты помнишь, что это можно пропустить с помощью рекламы. Это очень круто, интересно, симпатично. Итак, тут нет. А вот тут да. Итак, ребят, нам нужна любая руда. Нашел, ребят, руду. Итак, переплавление нашей крутой кусочка металла можно ускорить с помощью рекламы. Так как у нас стоит здесь премиум, но самое главное, так как здесь куплен премиум, то здесь все сделается без рекламы. Итак, вот так вот нажимаешь, прикинь, 9 из 10. У тебя появится реклама. Ты сможешь, естественно, получить сразу железный слиток. Раньше можно это делать было бесконечное количество раз. Сейчас же это невозможно. Получается, что сейчас в сутки можно только 9 реклам. Вернее, 10 реклам. Будь то ты слился, будь то ты посмотрел рекламу крутейшую, которую дает торговец, все это учитывается однозначно. Если у нас торговец, вернее лекарь, нету. Лекарь появляется немного реже, чем раньше. И теперь 10 слился. Тебе на смерть может написать сообщение, что типа ты просмотри рекламу, у вас появишься у себя на базе. Все, только 10 раз рекламку. Учитывая лекаря, учитывая слитие, учитывая ускорение, учитывая много чего интересного. Также очистка ящика кислотного. Также все, что касается рекламы, это только 10 раз в сутки. Следующая тема, это вот такая вот интересненькая темка с бензином. Вы помните, что можно было сливать в бутылки. В принципе, это остается. Но также не забудьте, что каждый раз, когда ты заправляешь с канистры, остаются пустые канистры. В эту емкость помещается больше количества топлива. Точно так же можно в эту тему вот так вот сливать, либо заливать. Пустые канистры теперь у нас появились. Это, можно так сказать, новая тема в игре, и никуда это не денется. Очень круто, максимально интересно. И я думаю, что эта тема подойдет всем тем любителям, которые любят на привалах у дороги позаполнять большое количество бутылочек. Но сейчас подойдет и так вот. Очень интересно. Вот оно что, ребят, мы сейчас переместились на простую локацию. Здесь мы будем немножечко воевать, стрелять, сливать зомбятинку. Но не для этого мы здесь для вот оно. Охота на оленей. 3 мяса, ребят, это изменено. Прикинь, что теперь у нас упростили фарм. Это очень и очень таки круто, что теперь у нас вот такая вот тема, и мы можем фармить более круто. Не знаю, с лисичек больше мяса, ну с лисичек то же самое, но вот если взять оленя, бам, оленя. Я не знаю, с дикой индейки, наверное, то же самое. Так, дикая индейка проверим, но мне кажется, что только олени изменены были. Итак, постреляли чуть-чуть. Да не, волчара, дай на тебе.
Итак, что с волка? С волка то же самое. Но вот оленчик. О май гадабл. 3 мяса. Очень приятно. 3 мяса. Одна индейка. Но самое главное, что с оленей 3 мяса. Это очень круто. Увеличит количество фарма мяса. Как бы кожа выпадает по единице, по две. Но это бывало и раньше. Но в принципе сейчас очень круто то, что выпадает сразу 3 единицы сладенького, сочненького мясца. Но это еще не все. Ребят, когда вы последний раз лутали растительное волокно? Семена выпадают по одному, и то не каждый раз. Но вот растительное волокно выпадает каждой вот этой вот, я не знаю, растительного волокна. С каждой вот травинки по 2 штучки. Раньше выпадало всего лишь по одной. Поэтому тоже улучшение фарма. Если ты фармишь растительное волокно, поздравляю. Теперь в 2 раза больше волокна ты получаешь. Достаточно интересная тема. Я думаю, что лисичка взяла спички, подожгла слону яички. А нам главное за оленем, потому что в нем 3 мяса. Круто, интересно. И 2 растительных волокна вместо 1. Олень, далеко не уйдешь. Здрасте, дай мясо. 3 штуки. Очень круто. Итак, это тоже интересная тема. Я надеюсь, что вы этого не знали. Ну и мы залетаем дальше. Если вы также не знали, что у нас ферма изменена, здесь теперь и зомби проще, и очень большущее количество изменений с хп в зомби. Например, 80 хпшные зомби-фермеры, толстяки немного 250 хпшные, ну и разоритель тоже всего лишь 500 хп. Но и также ангар открывается всегда 100%, потому что нужно найти ключ, чтобы открыть ангар, и в нем нет зомби. Но всегда синий ящик. Поэтому сначала ищем ключ, потом открываем крутую ферму. Что еще я, в принципе, не показал, наверное, то, что у нас остается дома, потому что у нас также есть изменения дома, не только это. Помимо того, что здесь у нас вот такая вот тема, там, круто, интересно, симпатично, да, то есть эти все можно пройти, но они почему-то не у всех проходятся. Говорят, очень жестко шахтера изменили, не знаю. И я пока не проверял, мне выпадал мясник. Поэтому мясничок достаточно легкий, как и был. Сейчас остается только одно, зайти и показать по простройку. Потому что там тоже очень много по простроечке ушаталось. И так, если вы поняли, что здесь можно стены любые ставить, то также можно сразу, вот, например, ящики ставить. Лимит, 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 максимально, максимально, максимально. То есть понимаете, что сейчас вот это ящик для электроники можно получить за репутацию, сейфы и все остальное. Но также мы можем, например, посмотреть защитное. Тут у нас и проволока, которая сразу крафтится, и ресурсы сразу подтягиваются, откуда бы они там не были. Максимальные турельки можно сразу поставить. Голова, миномет пока что нету, но обязательно будет. Можно также уникальные, то есть лимит, лимит, лимит. Как вы видите, что все это можно подстроить. Стол медикаментов сразу закинуть. То есть все вот это очень таки нам изменено. И в принципе ты выбираешь, что ты хочешь построить, какие постройки будут изменены. И оно все подтянется тебе автоматом, как говорится, с любого места. И если говорить о бензине, то бензин, конечно же, очень крутая тема, что есть бензинчик у нас, естественно, подтянули и то, что канистры можно вот так вот красиво в пустые превращать. Очень мне понравилось, я не знаю как вам, но мне очень кайфово. Итак, в этом видосе я, наверное, показал все. Если же нет, обязательно пишите в комментариях, что вы еще заметили в изменениях. Буду очень ждать ваших комментов. Пока, удачи, увидимся в следующих видео.